Недавно на трансляции, кстати, приходите, у нас там лампово, познакомились с таким новым понятием, как однопользовательские MMORPG. Да-да, не удивляйтесь, вне зависимости от того, что это вроде как взаимоисключающее понятие, находятся контент-мейкеры, причем не абы какие, которые на серьезных щах делают топы лучших соло-ММО. Я очень удивился, и не я один. Уважаемый журналист с одного весьма именитого портала заметил это первым и поспешил высказаться на этот счет. Я же, в свою очередь, благодаря переводу его материала у нас на сайте, ссылку можно найти в описании, поспешил высказаться как насчет первого, так и насчет второго. Ну а что из этого получилось, предлагаю посмотреть в нашем новом видео. Не забываем подписываться на канал, напоминаю, это лучший способ поддержать наши начинания в это нелегкое время. Также крайне рекомендую подписаться на мой телеграм, с недавних пор там теперь открыто общение, так что помимо актуалочки по MMORPG и контенту Гоха Медиа, мы теперь еще и вовсю общаемся. Меня зовут Мадлер, это портал Goha.ru, и мы начинаем. Keys for Gamers — это инновационная площадка для геймеров, которая отличается широким ассортиментом продукции и конкурентноспособными ценами. Здесь вы сможете приобрести как незабвенную классику, так и новые релизы на выгодных для себя условиях. И когда я говорю про выгодные условия, это никакая не шутка. По нашему промокоду Гоха вы получите вкусную 20% скидку. Уверяю, дешевле придется еще поискать и вряд ли найдете. Невероятное множество всевозможных предложений для Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo и Battle.net, причем игры можно покупать как ключами, так и гифтами. Подписки на PlayStation Plus и Xbox Game Pass, покупка игровой валюты, игровых очков, программного обеспечения, и все это с возможностью выбрать наиболее выгодные для себя предложения среди разных продавцов. Торговаться, кстати, тоже никто не запрещал, напоминаю, площадка торговая. Ну и само собой разумеется, но все-таки произнесу это вслух, никаких проблем с оплатой из наших широт не наблюдается. Ссылка на площадку Keys for Gamers в описании и закрепленном комментарии. Не забывайте вводить промокод ГОХА. Хотелось бы обратить внимание на одну великолепную статью, которая благодаря Зану появилась у нас на портале, благодаря переводу от Зана появилась у нас на портале, от одного из, я так понимаю, журналистов, авторов портала MMORPG.com, Джозеф Брэдфорд его зовут. И вот уважаемый Джозеф Брэдфорд обратил внимание, что в сети, в частности на ютубчике, появляются вот такие вот ролики, которые называются 10 синглплеерных ММО, в которые ты можешь играть бесконечными часами, но это если перевести. И ладно бы, если бы это был какой-то там ноунейм, который вообще не понимает, что он несет, но я проверял, канал 8,5 миллионов подписчиков и несет лютейшую дичь. Ну, потому что, как вы понимаете, вот это однопользовательское синглплеерное ММО, это то же самое, что, я не знаю, целомудренный бордель, допустим. Ну, типа, это как бы совершенно несочетаемые друг с другом понятия. И тем не менее, вот выходят такие ролики, в которых люди на серьезных щах говорят, что, ну, вот здесь вот вы получаете такой же опыт, как в ММО. Я не знаю, может быть, это хайп какой-то. И, короче, вот этот вот журналист решил разобраться в том, что же такое ММО. И мы грешным делом тоже можем с этим разобраться, потому что уже просто целая пачка копий было в комментариях и в чатике трансляции сломано по поводу этого вопроса. И люди реально как бы не отдают себе зачастую отчет в том, что такое ММО, почему как бы ММО и РПГ это по сути то же самое, что ММО. Вот совсем с вот этим как бы нужно обстоятельно разобраться, я считаю. Короче, что у нас тут пишет автор? Кстати, я просто как бы тут, ну, не совсем и что этот автор пишет. Согласен. Я наткнулся на это, когда искал на YouTube видео с ММО, видеоролики, снятым популярным YouTube каналом такой-то, такой-то. В моей ленте появилось название 10 однопользовательских ММО, в которые можно играть бесконечно долго. Любопытство, я перешел к видео, но понял, что 10 ММО это в основном однопользовательские ролевые игры. Ну, просто как бы, когда ты слышишь синглплеер ММО, у тебя должен случаться так называемый когнитивный диссонанс. Потому что, ну, еще раз, это несочетаемая совершенно вещь. Конечно, в списке было несколько многопользовательских игр, таких как Monster Hunter World, условно, ну, она как бы многопользовательская, безусловно. Но в основном это был топ игр, которые мы бы отнесли к нашей серии колонок RPG файла. То есть, по сути, это синглплеерные RPG-шки обычные. Обоснование этого названия было сделано с самого начала, когда рассказчик заявил, что однопользовательские ММО — это игры, которые играются как ММО, но в них может играть один игрок. Ну, вот казалось бы, ну, реально, типа, очевиднейшие вещи, но эти очевиднейшие вещи почему-то доходят не только лишь до всех. Прежде всего, пишет автор, следует отметить, что термин ММО стал использоваться в качестве всеобъемлющего маркетингового термина, поскольку все больше и больше игр начинают добавлять функции и онлайн-компоненты, которые традиционно были в ММО на протяжении десятилетий. Такие игры, как Fortnite и Ark Survival Evolved, просто развивают основу, заложенную Ultima Online, EverQuest, World of Warcraft
в минувшие дни. Я просто вот немножечко не понимаю, как Fortnite развивает основу, которую заложили в свое время Ultima Online, EverQuest и World of Warcraft. На сегодняшний день любая игра, включающая многопользовательский компонент, называется ММО. Это правда на самом деле. Вот эти вот границы жанров, они постепенно размываются. Термин ММО на выживание, пожалуй, один из самых распространенных в наши дни, хотя мы знаем, что не все используют эту фразу для описания нынешней волны любителей выживания. Да все в порядке, по-моему, и как раз таки подпадает вот это ММО на выживание под само определение, то есть под дефиницию того, что такое ММО. Мы к этому еще вернемся. Наш портал даже начал отходить от такого наименования, несмотря на то, как его называет разработчик, называя его просто выживание с крафтом. А как быть с мультиплеерной составляющей? Ну, типа, как бы, давайте тогда это будет онлайн выживание с крафтом, или что? Или это, синглплеер, или это кооператив? Ау! Так, наши друзья из таких-то используют Survival Box, что тоже хорошо звучит. Или Sandbox, тоже звучит неплохо. Песочница, где люди развлекаются как хотят. Чаще всего, как бы, ММО на выживание это и есть сэндбоксы. У нас также есть разные представления о том, что представляют собой ММО. Это 100 игроков на одном сервере вместе, в том числе 1000 игроков, в том числе. А как насчет различий между ММО и ММО-РПГ? Ну, типа, они прям минимальнейшие. Я сейчас это все объясню. Есть ли вообще разница? Несущественная. Для кого-то нет, а для кого-то это ясно как божий день. Вот, ну, для меня, допустим, а для вас. И это тема для статьи в другой раз. Ну, вообще нет, это не тема для статьи, это тема буквально для одного предложения. То есть можно так сказать. Разница между ММО и ММО-РПГ в том, что все ММО-РПГ это ММО, но не все ММО это ММО-РПГ. Так понятно? Ну это прям если очень коротко. И не надо статью писать никакую. Тем не менее, я думаю, что определение верно в названии многопользовательская онлайн-игра. Эти три слова имеют собственное значение, и все они должны присутствовать, чтобы назвать что-то ММО. Вот это как бы прям согласен. Конечно, мы можем спорить о количестве массовых активностей, но два других пункта на самом деле не подлежат обсуждению. Это мультиплеер, но тогда, естественно, это будет онлайн. Верно? Верно. Я имею в виду, что кооперативная игра World of Warcraft на диване была... Вот слушайте, вот Джонсон знает про кооперативные игры, но почему-то здесь вот, короче, когда он говорит про ММО на выживание, он про них не вспоминает. То есть, ну, есть же разные ММО. Ну, в смысле, выживалки, по сути, есть разные. Есть с кооперативом, есть синглплеерные выживачки, есть, короче, ММО выживачки. И то, и другое есть. Но он как будто бы в курсе, что существуют кооперативные игры. Черт, даже определение в словаре не дает свободы действия однопользовательской игре, которую позиционируют как ММО. Любая онлайн-видеоигра, в которой игрок взаимодействует с большим количеством других игроков. Я не знаю, где он нашел это определение, я нашел вот такое. Массовая многопользовательская онлайн-игра. Ну, просто типа Википедия. Сокращенно ММО. Компьютерная онлайн-игра, в которой большое количество игроков взаимодействуют друг с другом в постоянном, в кавычках, игровом мире, расположенном на удаленном сервере. Ну, видите, немножечко более раскрытая дефиниция. Основным отличием ММО от большинства стандартных сетевых компьютерных игр являются два фактора. ММО функционирует исключительно через интернет, в то время как стандартные мультиплеерные игры могут функционировать кроме интернета и через локальную сеть, называемую локалку. В ММО одновременно играют от нескольких десятков до 1000 человек и больше, имеющих возможность игрового взаимодействия друг с другом. Количество одновременных участников в стандартных мультиплеерных играх обычно колеблется от единиц до нескольких десятков человек. Тут еще написано, также бывают исключения, например, танки и подобные игры, но я считаю, что их вот как раз-таки сюда за уши притягивают, потому что для таких игр, типа танки и подобные, существует определение сессионных компьютерных игр. Ну, я не знаю, где этот парень искал дефиницию ММО. Идем дальше. Однако такое определение, безусловно, открывает возможность для таких игр, как Fortnite, быть отнесенными к ним. Ну, как я и говорил, многие пытаются подтянуть туда, ну, допустим, как бы Fortnite Королевская битва. Это то, что как бы, ну, вот вырисовалось в отдельный жанр в конечном итоге. Хотя начиналось как мод там на арму, да, еще во времена бородатые. Если мне не изменяет память, по-моему, на арму, да, на третью. То есть для каждой из этих игр существует свое определение жанра. И как, допустим, вот когда он там говорит, что Fortnite в каком-то роде продолжает то, что начали в свое время Ultima Online, World of Warcraft и же с ними, ну, нет. Только если, короче, мы говорим о развитии сетевого соединения и развитии интернета в целом, идея однопользовательской игры, напоминающей ММО, которая является определением, предложенным в видео в качестве оправдания для названия их однопользовательскими ММО, совершенно не соответствует действительности. И тут я полностью солидарен. Возвращаемся к нашему целомудренному борделю. Как такая игра, как Assassin's Creed Odyssey, может ощущаться как ММО, если вы не играете онлайн, но
кстати, все вот эти вот игры, типа Assassin's Creed Odyssey, по какой-то странной причине требуют подключения к сети. Так что, так или иначе, вы все равно играете онлайн. И не взаимодействуете с большим количеством игроков. Ну, вот этого чего нет, того нет. Неужели мы теперь просто называем игры с открытым миром ММО? Нет, мы называем, ну, точнее, не мы, а разработчики притягивают за уши игры, в которые много игроков играет, прям много по всему миру. Они называют их ММО. Ну, пытаются называть их ММО. Хотя в классическое определение это не вкатывает. Зачастую это либо королевские битвы, либо это мультиплеерные сессионные шутеры, либо это так называемые варгеймы и же с ними. Неужели огромные миры, которые вы можете исследовать, напоминают огромные участки земли, по которым вы резвите в свой любимый ММО-РПГ? Это как бы не является основополагающим фактором, вот этот вот открытый мир и все такое. Вот все равно, типа, скопление людей, да. Но если мы говорим конкретно про то, что здесь имеется в виду, синглплеерные РПГшки, то да, и мы неоднократно об этом говорили, как охренительно было бы, если бы в третий Ведьмак прикрутили мультиплеер. Это было бы прям, ну, сказочно. И как бы, да, в некотором роде эти игры, они ощущаются как ММО-РПГ. Как ММО-РПГ, в которой отсутствует вот как раз-таки вот эта вот приставочка ММО. Именно поэтому они, просто синглплеерные РПГ. Но это, короче, типа, вот чувак с 8,5 миллионами подписчиков, видимо, имел в виду то, о чем мы как-то на трансляциях говорили, когда рассуждали, что как клево было бы, ведь, ну, на самом деле, вот по ощущениям, посмотрите, какой мир. Ну и да, но типа от этого они не становятся ММО, и уж тем более синглплеерными ММО. Если это так будет, будет ли The Elder Scrolls 5 Skyrim ММО по этому определению? Я уверен, что тот Говард хотел бы изучить это хотя бы по той простой причине, что это, ну, кстати, если что, там кооперативные вот эти вот прохождения Skyrim, они уже присутствуют, с натяжечкой, как бы, ну, понятно, что это не является ММО, но вот некоторый мультиплеер все-таки, вот, допустим, к Skyrim прикручивают. Просто потому, что в ней отсутствуют 2 из 3 основных факторов, присущих ММО. Массовая, многопользовательская часть. Это действительно так. Но означает ли это то, что она не может ощущаться как ММО? Поговорим об этом чуть позже. Так, однако это сбивает с толку другую тенденцию, захватившую ММО в последние 10 лет. Упор на однопользовательский геймплей. И это действительно есть. Да, это правда, что в ММО лучше всего играть вместе с другими людьми. Именно это сделало этот жанр таким устойчивым в периоды потрясений в игровой индустрии, а также взлетов и падений, а затем снова подъема жанра ММО с конца 90-х годов. Пока не к чему придраться. Но все больше и больше игр пытаются удовлетворить более широкий круг игроков, и это требует обеспечения того, чтобы в большую часть игрового контента можно было играть в одиночку. Ну и разве это плохо? Нет. Просто у нас как бы есть некоторое количество, не самое маленькое, если что, воробушков-социофобушков, которым нравится ММО, РПГ, вот. И в принципе само наличие людей где-то там чисто в теории им тоже нравится, но вот пересекаться с этими людьми им, может быть, и не хочется. И примеров тому масса. Допустим, вот он тут приводит Final Fantasy 14, это да, там, по-моему, даже вот эти вот не самый сложный вот этот контент, там с NPC-шками можно проходить. Или, допустим, мы можем взять TSO, да, ту же самую The Elder Scrolls Online. Это вообще, по сути, одиночная какая-то игра, пока ты не дойдешь до хай-энд контента. Вот уже хай-энд контент тебе придется найти себе с кем закрывать. И как бы, ну, я считаю, что это абсолютно нормально. Большую часть Final Fantasy 14 я играл как однопользовательскую JRPG. Черт возьми, одну из главных причин, по которой Amazon, моя любимая, по которой Amazon начинает классифицировать свою MMORPG New World как ролевую игру в жанре экшен, это новый акцент на одиночный геймплей. Нет, черт возьми. Нет, черт возьми. Одной из главных причин, по которой Amazon начинает классифицировать свою MMORPG New World как ролевую игру в жанре Action RPG, это то, что как бы они хотят ее продать второй раз, сука, на консоли. И у них, я вангую, ни хрена не получится. Играть в одиночную ММО — это выбор, и конкретный игрок вполне может сделать это. ММО, ну в смысле, наверное, в одиночку в ММО имеется в виду. Но это не отменяет основных принципов того, что такое ММО. Она по-прежнему огромна и по своей сути по-прежнему представляет свой многопользовательский опыт. Кстати, возвращаясь, вот к New World, да, и к Amazon, это как бы вообще отдельный вид пиздца, когда разработчики просто под свои меркантильные нужды меняют жанр игры, который не меняется при этом. Но вот чтобы лучше продавалось на консольках, мы скажем, что это экшен RPG. Потому что у нас тут, ну, немножечко, знаете ли, одиночного контента добавилось, и вид камеры чуть-чуть поменялся. Теперь это экшен RPG. Мы так решили. Дичь.
Возьмем, к примеру, EVE Online. Это одношардовое ММО, в которой все игроки обитают на одном сервере. Вы можете провести все свое существование в новом модеме в одиночку, занимаясь добычей полезных ископаемых, выполняя миссии и многое другое, если захотите. Нет, не сможете. Вас все равно рано или поздно найдут, выебут и высушат. Тем не менее, вы неизбежно столкнетесь с другими игроками. И вот это действительно так. И даже если вы захотите не пересекаться с этими игроками, вы не пересечетесь. Вы обязательно будете пересекаться. Взаимодействовать с населением вам придется через внутриигровой рынок. Нет, вас просто как бы, ну, я не знаю, там, допустим, ганканут где-нибудь, или просто как бы засуицидят где-нибудь. Ну, то есть вы пересечетесь самым непосредственным образом. То же самое верно и для Final Fantasy XIV. Теперь вы можете выполнять обязанности вместе с группами NPC, но когда дело доходит до рейдов или сражений с крупными боссами, вам придется объединяться с другими воинами света. Окей, это так. Напротив, вы не сможете избежать одиночества в настоящей однопользовательской игре. А я думал, сможете. Ну, хотя мы говорим тут про такие прописные истины, что как бы, ну, а чему тут удивляться? Вы, игрок, определяете все в этой игре. У вас не может быть игры, которая бы ощущалась как ММО, если в ней абсолютно отсутствует то, что заставляет ММО ощущаться именно так, как она есть. Ну, немножечко запутанно. Окей, назвав однопользовательскую игру ММО, вы еще больше запутали, это правда, вы еще больше запутали и без того мутную дискуссию и усложнили поиск, подходящий для тех, кто действительно ищет ММО. Вот это правда, здесь я полностью солидарен. Но при этом я как бы не, знаете, с чем не солидарен? Опять же, к этому, у вас не может быть игры, которая бы ощущалась как ММО. То есть вот, ну, просто я вижу в этом противоречие. Он как бы рассказывает о том, что сейчас появляется все больше однопользовательского контента в ММО, и при этом получается, что тогда ММО могут ощущаться как однопользовательские игры, RPG-шки, правильно? Но в то же время почему-то отказывает однопользовательским RPG в некотором оттенке ММОшности. Ну, то есть, когда он говорит, что синглплеерные RPG не могут ощущаться как ММО, мне кажется, это некоторое лукавство. Ну, по крайней мере, ну, даже можно сказать, что это как бы просто две стороны одной и той же медали. Если может быть вот так, то и в обратную сторону это тоже работает. Поэтому, да, некоторые однопользовательские, синглплеерные, если хотите, RPG вполне себе могут ощущаться как ММО. Понятно, что в них не будет вот этого многопользовательского контента обширного, но некоторый спектр, скажем так, вот этих вот активностей будет присутствовать. Назовите их, как они есть, однопользовательские ролевые игры. Частью этого является поисковая оптимизация SEO, как каждому крупному средству массовой информации сейчас приходится играть в эту игру, особенно в наши времена неопределенности с изменениями алгоритма Google. ММО — это модное слово в индустрии, и оно привлекает внимание, независимо от того, что могут заявлять любители жанра. Ребятки, мы с вами модные. Мы играем в модный жанр. Смерть ММО, очевидно, наступила уже 10 лет назад, но это по-прежнему один из самых захватывающих жанров. Сюрприз. Чувак с MMORPG.com говорит о том, что ММО умер 10 лет назад, но все еще популярен. Это то, о чем мы, кстати, тоже говорим. У меня даже рубрика выходила MMORPG мертв. Нет необходимости изобретать совершенно новый жанр игр, чтобы просто описать то, что уже существует. Однопользовательскую RPG. Бинго! Вы обманули своих зрителей. Ах, вы нехороший человек. И, ну, справедливости ради, вот это, ну, я бы это даже байтом не назвал. Это прям, ну, когда вот, ну, забайтить, это, допустим, красиво как-то не досказать что-то. А когда ты говоришь синглплеер ММО, ну, это что вообще такое? Показательно, что на 31-й секунде видео рассказчик заявляет, что список сосредоточен на играх, которые не являются ММО. Несмотря на то, что всего несколько секунд назад он назвал их так. Сегодня это довольно большая проблема в игровых СМИ, особенно на YouTube. Вот, блин, вот такое полотно чувак накатал для того, чтобы, блин, просто какие-то вот, ну, базовые вещи сказать. Там кто, ну, я не знаю, на MMORPG.com что, любит читать лонгриды? ММО — это не однопользовательская игра, даже с элементами одиночного прохождения и точка. Ну, определенно, это не однопользовательская игра, это синглплеер игра. Но дальше он пишет, однопользовательская игра не может ощущаться как ММО. И вот это чушь полнейшая, потому что может. Равно так же, как и MMORPG может ощущаться как одиночная игра. О чем мы уже говорили. Потому что в ней отсутствуют все уникальные элементы, составляющие ММО и точка. Да нет, это неправда. Ну, на самом деле, много, как вот сейчас вот, допустим, так называемых игр-сервисов, да, или вот просто RPG-шек, они используют, по сути, ту же самую схему, что MMORPG-шки, просто без вот этой онлайновой составляющей. Поэтому ощущаться, вот как пишет автор, ощущаться как ММО, они вполне себе могут. Поэтому, пожалуйста, перестаньте называть свои однопользовательские игры ММО. Но вот с этим я полностью солидарен. Называть однопользовательские игры ММО и вот так вот байтить на названиях, это, конечно же, полнейшая ахинея. Потому что, как бы, они могут ощущаться как ММО, базаров нет, но по своей сути они ММО, конечно же, не являются.